Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем выбирать правильный ответ так, чтобы закончить диалог. Также у нас будут задания с рисунками, и нужно будет выбрать правильный рисунок. На лекции чтения мы будем подбирать правильное по смыслу слово в текст, и также будем находить ответы на вопрос, о чем говорится в тексте. 보기. 안녕히 계세요. В этом задании нужно закончить диалог. Давайте вместе переведем на русский язык. 안녕히 계세요. До свидания в смысле как хорошо оставаться. Итак, если нам говорят 안녕히 계세요, хорошо вам оставаться, что мы можем ответить? Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 들어오세요. Заходите, либо проходите. Номер 2. 어서 오세요. Добро пожаловать. Номер 3. 안녕히 계세요. До свидания, в смысле хорошо оставаться. И номер 4. 안녕히 가세요. До свидания, в смысле хорошего вам пути. Итак, если нам говорят 안녕히 계세요, до свидания, как хорошо оставаться, то это означает, что человек, скорее всего, куда-то уходит, и ему нужно сказать хорошего вам пути. 정답. Правильный ответ номер 4. 안녕히 가세요. 5번. 처음 뵙겠습니다. Давайте переведем на русский язык. 처음 뵙겠습니다. Рада познакомиться. Итак, как же можно закончить диалог? Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 잘 먹겠습니다. Приятного аппетита. Номер 2. 잘 지냈습니다. У меня все хорошо. Номер 3. 정말 오랜만입니다. Мы давно не виделись. Номер 4. 만나서 반갑습니다. Рад знакомству. Итак, если нам говорят «рада познакомиться», как мы можем ответить? Что мы рады знакомству. 정답. Правильный ответ номер 4. 만나서 반갑습니다. 6번. 여기 앉으세요. Давайте переведем на русский язык. 여기 앉으세요. Садитесь здесь. А теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 고맙습니다. Спасибо. Номер 2. 그렇습니다. Да, это так. Номер 3. 환영합니다. Добро пожаловать. Номер 4. 축하합니다. Поздравляю. 정답. Правильный ответ по смыслу нам подходит номер 1. 고맙습니다. 여기 앉으세요. Садитесь здесь. 고맙습니다. Спасибо. 15번. 저거 우리 가방 같은데요? 제가 가지고 올게요. 잠깐만 기다려요. В этом задании нам даны 4 рисунка. Из них нужно выбрать тот рисунок, который по смыслу подходит к диалогу. Давайте для этого переведем диалог на русский язык. 저거 우리 가방 같은데요? Вон то, по-моему, это наша сумка. 제가 가지고 올게요. Я ее принесу. 잠깐만 기다려요. Подождите немного. Итак, женщина говорит, вон то, по-моему, это наша сумка. Это означает, что на рисунке женщина должна показывать на сумку. И раз она говорит вон то, это означает, что сумка находится не рядом с ней, а где-то далеко. Если мы посмотрим на картинки, то на номер 1 как раз мужчина и женщина стоят. Женщина показывает на сумку, которая на конвейере и находится далеко. 정답. Это и есть наш правильный ответ. Рисунок номер 1. 16번. 편하고 좋네요. 그런데 좀 짧은 것 같아요. 그럼 이 바지를 한번 입어보세요. Давайте переведем диалог на русский язык, чтобы определить правильный рисунок.
편하고 좋네요. удобно и хорошо. 그런데 너 좀 짧은 것 같아요. но кажется немного коротко. 그럼 тогда 이 바지를, эти брюки 한번 입어보세요. Попробуйте померить. Итак, мужчина говорит, что удобно, хорошо, но коротко. То есть на картинке должен быть мужчина, показывающий на какую-то вещь, и она должна быть короткой. Такие рисунки у нас под номером 1. Там короткая футболка, мужчина на нее показывает. Под номером 2 мужчина в брюках смотрится в зеркало, и они кажутся короткими. И номер 3 мужчина держит в руках брюки, и вполне можно подумать, что они короткие. Но дальше женщина отвечает: 이 바지를 한번 입어보세요. Померите эти брюки. Это означает, что женщина предлагает брюки мужчине, и, скорее всего, у нее в руках должна быть пара брюк. Как раз на рисунке 2 у нас стоит женщина, держит в руках брюки, и мужчина смотрится в зеркало. На нем брюки, и, по-моему, и даже кажется, что на рисунке они коротковаты. 정답. Значит, правильный ответ номер 2. Прочитайте и ответьте на вопросы к тексту. Давайте сначала переведем текст на русский язык. 우리 형은 혼자 여행을 자주 갑니다. Мой старший брат часто путешествует. 여행하면서 путешествия 아름다운 경치를 보면 기억. Если увидит красивый пейзаж, 기억. 그리고 그것을 это 가족이나 친구들에게 선물합니다. дарит это или их семье или друзьям. 형이 그린 곳은 모두 멋있습니다. Места, нарисованные моим старшим братом, очень красивые. 형은, мой старший брат, 오늘 저에게, сегодня мне, 예쁜 바다 그림을 줬습니다. Дал картину с красивым морем. 저도, я тоже, 그곳에 한번 가보고 싶습니다. Хочу как-нибудь в это место поехать. В этом задании нам нужно дополнить предложение одним из вариантов. У нас было предложение таким. 여행하면서 아름다운 경치를 보면 기억. Путешествие, если увидит красивый пейзаж, 기억. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 글을 씁니다. пишет. Номер 2. 엽서를 삽니다. покупает открытку. Номер 3. 그림을 그립니다. рисует картины. Номер 4. 사진을 찍습니다. фотографирует. Чтобы найти правильный ответ в этом задании, нам нужно посмотреть на еще одно предложение, чтобы понять, старший брат покупает ли открытки, рисует ли картины, либо фотографирует. Следующее предложение было таким. 형이 그린 곳은 모두 멋있습니다. Места, нарисованные моим старшим братом, очень красивые. Ключевое слово 그린 곳, места нарисованные. То есть старший брат рисует картины. 정답. Значит, по смыслу нам подходит номер 3. 그림을 그립니다. И у нас получается такое предложение. 여행하면서 아름다운 경치를 보면 그림을 그립니다. Путешествие, если увидит красивый пейзаж, рисует картины. В этом задании нужно найти правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Для этого давайте сначала выделим ключевые слова. Ключевые слова этого текста будут такие. 형, старший брат, 혼자 여행, путешествует один. 아름다운 경치, красивый пейзаж, 그림을 그립니다, рисует картины. 가족이나 친구들에게 선물합니다. дарит семье или друзьям. 오늘 저에게, сегодня мне, 예쁜 바다 그림을 주었습니다. Дал картину с красивым морем. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 형은 보통 가족과 여행을 갑니다. Старший брат обычно путешествует с семьей. Номер 2.
저는 오늘 형에게 선물을 받았습니다. Я сегодня получил подарок от старшего брата. номер 3. 저는 이번에 바다로 여행을 갔습니다. Я в этот раз ездил на море. номер 4. 형은 여행을 가서 가족의 선물을 삽니다. Старший брат, путешествуя, покупает подарки семье. Мы знаем по ключевым словам, что старший брат обычно путешествует один. И на море ездил старший брат. И также старший брат не покупает подарки, а он рисует. 정답. правильный ответ номер 2. 저는 오늘 형에게 선물을 받았습니다. Этот человек сегодня получил подарок от старшего брата. Давайте прочитаем и переведем на русский язык. 지난 주말에 на прошлый выходной или на прошлые выходные 친구들과 같이 야구장에 갔습니다. Мы с друзьями вместе ходили на бейсбол. 집에서 텔레비전으로 야구를 본 적은 많았지만 я дома часто видел или видела бейсбол по телевизору, но 야구장에 간 곳은 처음이었습니다. Но первый раз был или была на бейсбольном стадионе. 그곳에는 사람들이 정말 많았습니다. Там было очень много людей. мы 경기를 보면서, смотря на матч, 치킨도 먹고 и курицу ели и 함께 노래도 불렀습니다. вместе пели песни. 텔레비전으로 경기를 보는 것보다 기억, по сравнению с матчем по телевизору, 더 재밌었습니다. Смотреть бейсбол, 기억, намного интереснее. Итак, в этом задании нужно дополнить предложение из 4 данных вариантов. Давайте посмотрим на предложение. 텔레비전으로 경기를 보는 것보다 기억, 더 재밌었습니다. По сравнению с матчем по телевизору смотреть бейсбол, 기억, намного интереснее. Итак, почему интереснее или где интереснее смотреть? Давайте посмотрим на 4 вариантов ответов. номер 1. 주말에 잠자는 곳이 spать на выходные. номер 2. 경기를 해보는 것이 пробовать соревноваться. номер 3. 친구 집에 가는 것이 идти домой к другу или подруге. номер 4. 야구장에서 보는 것이 на бейсбольном стадионе. Итак, по сравнению с матчем по телевизору, смотреть бейсбол где? На бейсбольном стадионе намного интереснее. 정답. правильный ответ номер 4. 야구장에서 보는 것이. Получается такое предложение. 텔레비전으로 경기를 보는 것보다 야구장에서 보는 것이 더 재밌었습니다. По сравнению с матчем по телевизору, смотреть бейсбол на бейсбольном стадионе намного интереснее. В этом задании нам нужно выбрать правильный ответ, который по смыслу подходит с текстом. Давайте для этого выделим ключевые слова. Ключевыми словами будут 야구장에 갔습니다. ходили на бейсбол. 텔레비전 야구 본 적은 많았지만 часто видел бейсбол по телевизору. 간 곳은 처음이었습니다. Первый раз смотрел напрямую, то есть на стадионе. 사람들이 정말 많았습니다. Было очень много людей. 경기를 보면서, смотря матч, 치킨 먹고 ели курицу, 노래 불렀습니다. Пели песни. 텔레비전보다, по сравнению с телевизором, 야구장 재밌었습니다. Бейсбольный стадион намного интереснее. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. номер 1. 저는 야구장에 처음 가봤습니다. Я первый раз был или была на бейсбольном стадионе. номер 2. 야구장에서는 음식을 먹을 수 없습니다. На бейсбольном стадионе нельзя есть еду. номер 3. 경기를 본 후에 치킨을 먹으러 갔습니다. После матча пошли есть курицу. номер 4.
야구를 보러 온 사람이 별로 없었습니다. Было мало людей, пришедших посмотреть на бейсбол. По ключевым словам мы знаем, что людей было много. Курицу ели, пока смотрели матч. И на бейсбольном стадионе можно есть еду. Но этот человек первый раз был на бейсбольном стадионе. 정답. правильный ответ номер 1. 저는 야구장에 처음 가봤습니다. Давайте прочитаем текст и переведем на русский язык. 우리 집 고양이 이름은 미미입니다. Нашу кошку зовут Мими. 6개월 전에, 6 месяцев назад, 제가 퇴근해서 по пути домой с работы 집에 들어올 때 길에서 만났습니다. Я встретил или встретила ее на дороге. 그때, тогда, 미미는 다리를 다쳐서 у Мими была повреждена нога и 힘들어 보였습니다. выглядела она плохо. 그리고 이 배도 고픈 것 같았습니다. также казалось, что она голодная. 저는 미미를 집으로 데려와서 я принес или я принесла Мими домой и 밥을 주고 약도 발라주었습니다. дал или дала покушать и помазала лекарство, но в смысле, что обработала рану. То есть я принес Мими домой, дал покушать и обработал рану. 처음에, сначала, 미미는 Мими 저한테 가까이 오지 않았습니다. ко мне близко не подходила. 하지만 이제는 기억, но теперь ей 기억. Итак, в этом задании нужно закончить предложение, подобрав из 4 вариантов правильный ответ. Давайте посмотрим на предложение. Предложение было таким. 하지만 이제는 기억, но теперь ей 기억. Чтобы правильно закончить это предложение, давайте посмотрим на предыдущее предложение. Оно было таким. 처음에 미미는 저한테 가까이 오지 않았습니다. Сначала Мими ко мне близко не подходила. 하지만 이제는, но теперь ей, и дальше нужно закончить предложение. Ключевые слова будут такие. 처음에, сначала, 가까이 오지 않았습니다. близко не подходила. А затем 하지만, но, то есть что-то произошло с Мими и что-то обратное по смыслу с предложением, которое у нас идет как близко не подходило. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 밥을 잘 먹습니다. хорошо кушает. Номер 2. 새 이름이 생겼습니다. появилось новое имя. Номер 3. 집으로 돌아갔습니다. ушла домой. Номер 4. 저와 있는 것을 좋아합니다. нравится быть со мной. Итак, сначала Мими ко мне близко не подходила, но теперь ей, и по смыслу нам подходит, нравится быть со мной. 정답. правильный ответ. 좋아 있는 것을 좋아합니다. У нас с вами получается такое предложение. 하지만 이제는 좋아 있는 것을 좋아합니다. Но теперь ей нравится быть со мной. Прежде чем найти правильный ответ, давайте выделим ключевые слова. Итак, 6개월 전에, 6 месяцев назад. 집에 들어올 때 길에서 만났습니다. Возвращаясь домой, я встретил ее на дороге. 다리를 다쳐서, была повреждена нога. 배도 고픈, также голодная. 집으로 데려와서, принесла домой, 밥을 주고, дала покушать или дал покушать, 약도 발라주었습니다. обработал рану. 저한테 가까이 오지 않았습니다. не подходила ко мне близко. 하지만, но, 좋아하는 것을 좋아합니다. ей нравится быть со мной. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 저는 다친 고양이를 도와주었습니다. Я помог или я помогла раненой кошке. Номер 2. 저는 6달 전에 고양이를 샀습니다. Я 6 месяцев назад купил или купила кошку. Номер 3. 저는 길에서 고양이를 잃어버렸습니다. Я на дороге потерял или потеряла кошку.
Номер 4. 저는 처음부터 고양이와 친하게 지냈습니다. Я с самого начала хорошо ладил или ладила с кошкой. По ключевым словам мы знаем, что этот человек с самого начала с кошкой не ладил. Также кошку этот человек не терял, а нашел на дороге, поэтому эту кошку он не покупал. Но из всего текста и по ключевым словам видно, что человек помог раненой кошке. 정답. Поэтому правильный ответ номер 1. 저는 다친 고양이를 도와주었습니다. Сегодня на лекции аудирования мы попрактиковались в нахождении правильного ответа так, чтобы закончить диалог. Многие фразы, такие как 처음 뵙겠습니다, 만나서 반갑습니다, которые используются вместе, просто надо запомнить. Также мы сегодня послушали диалог и нашли нужный нам рисунок. Для этого нужно определить, какие детали диалога нам указывают на верный рисунок. Сегодня на лекции чтения мы попрактиковались в переводе текстов и в ответах на вопросы к тексту, включая дополнение предложения в тексте верным по смыслу вариантом. Чтобы все задания выполнить правильно, нужно понимать смысл текста и искать ключевые слова. Ключевые слова помогают запомнить порядок рассказа в тексте и его главный смысл. Спасибо и всего вам хорошего!